Поздней осенью, когда над сибирской тайгой уже по утрам стелился густой морозный туман, лесник Сергей Волков дежурил на удаленном кордоне в Красноярском крае. Его маленький деревянный дом стоял среди бескрайних хвойных лесов, вдали от дорог и деревень. Лишь старая просека, прорубленная еще много лет назад геологами, связывала этот уголок тайги с внешним миром. Вместе с Сергеем на посту работал его напарник Максим Петров, молчаливый и опытный егерь, проживший в северных лесах почти всю жизнь. Каждое утро Сергей начинал одинаково. Пока в печи потрескивали дрова, он надевал теплую куртку и выходил на пробежку по лесной дороге. Воздух в тайге был таким холодным и чистым, что казалось, будто он звенит. Высокие кедры медленно покачивались от ветра, а под ногами тихо похрустывал тонкий слой подмерзшей хвои. Вокруг стояла почти абсолютная тишина, нарушаемая лишь криками далеких птиц и тяжелым дыханием самого Сергея. Пробежав около 2 километров, он вдруг заметил движение возле зарослей молодого ельника. Из кустов осторожно вышел маленький медвежонок. Он был совсем крохотным, грязным и заметно ослабевшим. Сначала Сергей подумал, что звереныш просто испугался человека и случайно выбежал на дорогу. Но медвежонок не убегал. Наоборот, он неуверенно последовал за лесником, стараясь держаться рядом. Сергей ускорил шаг, надеясь, что зверек скоро свернет обратно в лес. Однако медвежонок продолжал идти следом почти целый километр. Тогда лесник остановился и внимательно посмотрел на него. Маленький зверь поднялся на задние лапы и осторожно ухватился когтями за край его штанов. В его глазах читались страх и полное отчаяние. Сергей сразу понял, медведица где-то потеряла детеныша, либо сама попала в беду. Оставлять медвежонка одного в тайге было опасно. Впереди ожидали морозные ночи, а без матери он вряд ли смог бы выжить. Мужчина медленно присел на корточки, достал из рюкзака бутылку воды и осторожно поднес ее к морде зверя. Медвежонок жадно пил, словно не находил воды уже много часов. Вернувшись на лесной кордон, Сергей рассказал обо всем Максиму Петрову. Вместе они устроили медвежонка возле теплой печки, дали ему немного рыбы и каши. Зверек сначала боялся людей, но вскоре успокоился и даже начал тихо посапывать, свернувшись клубком на старом одеяле. На следующий день мужчины решили отправиться на поиски медведицы. Они понимали, что время играет против них. Если семья ушла слишком далеко, шанс вернуть детеныша станет минимальным. Сергей и Максим погрузили клетку с медвежонком в старый вездеход и направились туда, где его нашли. Поиски продолжались несколько часов. Они осматривали берега замерзших ручьев, проверяли следы на влажной земле и внимательно слушали лес. Уже ближе к вечеру Максим заметил свежие отпечатки крупных медвежьих лап возле небольшого таежного озера. Мужчины остановили машину и стали наблюдать. На противоположном берегу, среди кустарника, показалась медведица. Рядом с ней крутились еще 2 медвежонка. Сергей осторожно открыл клетку и отступил назад. Несколько секунд ничего не происходило. Потом маленький зверек неуверенно выбрался наружу и тихо пискнул. Медведица мгновенно подняла голову. Услышав знакомый голос, она громко зарычала и бросилась вперед через кусты и мокрый снег. Через мгновение медвежонок уже прижимался к матери, а остальные малыши радостно кружили рядом. Это было настолько трогательное зрелище, что даже суровый Максим невольно улыбнулся. Несколько минут медвежья семья стояла неподвижно. Затем медведица повернулась в сторону людей и внимательно посмотрела на машину. В ее взгляде не было угрозы, лишь странное спокойствие, будто дикое животное понимало, кто помог вернуть ей детеныша. После этого медведи медленно скрылись среди густых сибирских кедров. Сергей Волков долго смотрел им вслед, пока тайга окончательно не поглотила их силуэты. Возвращаясь обратно на кордон, он молчал, ощущая внутри редкое чувство. В такие моменты человек особенно ясно понимает, что даже в огромной и суровой тайге добро всегда остается важнее страха.